Если вы думаете, что самые опасные культы Нургла сидят в грязных подвалах, полных крыс и прокаженных, то вы, конечно, правы. Но только отчасти. Самые хитрые из них – это те, кто сидит в залах с позолоченными потолками, пьют вино из хрусталя и при этом мечтают превратить империю в одну гигантскую выгребную яму. Именно таково братство второй плоти. Один из самых влиятельных культов хаоса, поклоняющихся Нурглу. С виду сообщество уважаемых аристократов, собравшихся для благотворительных целей. Они устраивают балы, финансируют приюты и даже шлют пожертвования в храм Шалии. Только вот приют для прокаженных, что стоит в трущобах Альдорфа, оказался удобной декорацией. Под ним канализационный храм, пропахший благовониями, гнилью и ароматом дорогих духов. Я видел это место сам, и если вы когда-нибудь захотите узнать, как пахнет смерть в шелках, просто загляните туда. Возглавляет все это представление персонаж по имени Маразм Архбацилла, для общества барон Оберхойзер, изысканный придворный, который танцует на балах и цитирует Верену лучше любого книжника. Для посвященных верховный жрец Нургла, чья кожа напоминает старый сыр, изъеденный крысами. Лицо он скрывает гримом, дорогим, кстати. Я видел, как он готовился к приему, слоя белил, румян и пудры ложились поверх язв и нарывов. Под конец он выглядел как живой труп, который притворяется статуей. А запах? Вот зачем духи. Литрами. Я был почти уверен, под его шелковыми перчатками прячется не рука, а коллекция язв, выстроенных в узор. И оказался прав. Треугольник круглых гнойников, кишащих личинками. Знак Нургла. Маразм позволяет вступать в культ только мужчинам знатного происхождения, считая женщин и простолюдинов недостойными преображения. Ему подчиняются 14 посвященных учеников, называемых язвителями. От них ожидается распространение заразы, которой они страдают, чтобы ускорить наступление конца времен, хотя на самом деле они слишком одержимы приобретением новых болезней для себя и завидуют тому, что Нургл должен делиться своими дарами с простыми людьми. Архбацилла наслаждается своими недугами без страданий благодаря отметинам Нургла на каждой ладони, треугольнике круглых язв, кишащих личинками, которые он прикрывает своими душистыми шелковыми перчатками. Однако его приспешники еще не заслужили благосклонности своего бога, поэтому маразм притупляет боль от своих инфекций магической мазью, содержащей мельчайшие следы пыли варп-камня. Никто не знает, как он добывает эту пыль, хотя иногда он в одиночку спускается в канализацию. У некоторых членов культа начали развиваться странные и пугающие мутации, которые они считают знаком благосклонности Нургла, но которые значительно затрудняют их попытки скрыться в обществе. Архбацилла в жизни видел больше банкетов, чем битв, но именно такие самые опасные. Он не кричит о приближении конца времен, он его планирует с графиком, списком гостей и винной картой. У барона, как я уже говорил, 14 ближайших учеников, язвителей. Много ли чести в этом звании? Смотря кто спрашивает. Для империи скрытые предатели, для братства элита. Первая очередь на преображение, когда Нургл облачит их тела в виде чумоносцев. Они все заражены, каждый хвастается своей болезнью, как коллекционер редкой живописи. Один гордится оспой, другой гангреной, третий вообще считает сифилис знаком благословения. А если болезнь убивает, так тем лучше, потому что, цитирую, «страдание – это путь к бессмертию». Чуть ниже в иерархии абцессисты, младшие культисты. Их крещение – это не вода и не вино. Это сточная жижа с привкусом гноя их наставника, причем буквально. Упадешь в обморок, значит, не готов. Выживешь – добро пожаловать в братство. Первая задача – заразить кого-то из друзей или
семьи и завербовать. Откажется вступить – убивай. Нургл любит тех, кто решителен. И вот что самое мерзкое. С виду они выглядят как филантропы. Они ходят по улицам, раздают милостыню, кормят больных, финансируют очистку кварталов. В храме Шалии им даже аплодируют. Ах, какие добрые люди ухаживают за прокаженными, покупают лекарства. Лекарства, да. Я видел, как один из них раздавал настойку. Банка, пахнущая болотом, и улыбка на пол лица. Это для укрепления здоровья. Пейте до дна. Через день половина приюта лежала с жаром и кровавым кашлем. Я иногда думаю, что половина моей работы не жечь культистов, а выбивать дурь из голов тех, кто им верит. Суть веры братства очень проста. Они ждут преображения, момента, когда Нургл превратит их всех в бессмертных чумоносцев. Не просто демонов, а новую плоть, второй слой. Поэтому и называют себя они второй плотью. Я слышал их летании. Они бормочут о том, как сбросят порочную оболочку человеческой бренности и обретут истинную красоту разложения. Я бы рассмеялся, если бы не видел, с каким фанатизмом они слушают Архбациллу. Они действительно ждут этого дня, как дети ждут подарков на праздник. Только их праздник – это конец времен. В храме под приютом я видел вещи, которые лучше бы не видеть никому. Во-первых, Либер Синицитус. Запретная книга. В ней ритуал призыва зверя Нургла. Они уже одного вызвали. Демон сидит там в цепях и скулит, как собака, рвущаяся на волю. Архбацилла убежден, что если этот демон заразит кого-то, то тот станет чумоносцем, причем без очереди. Разумеется, это глупость, но кто я такой, чтобы разубеждать их? Пусть мечтают. Только его язвители боятся приближаться почему-то. Зверь явно жаждет погладить их язвами. А еще они ищут гримуар с ритуалом призыва настоящего демона эпидемия. Архбацилла тратит на поиски целые состояния. Ирония судьбы в том, что эти мерзавцы реально тратят золото на то, чтобы больные жили дольше. Но не из милосердия, а чтобы дождаться эпидемия демонического счетчика смертности. Считается, что если он лично отметит их, то они получат шанс на благословение. Вот и держат они зараженных на плаву, вливают отвары, кормят, поют, лишь бы те не умерли раньше времени. В результате про них шепчут: «О, какие добрые дворяне, заботятся о простом люде». Они ненавидят храм Шалии, но делают вид, что помогают. Но настоящая их ненависть к нам, охотникам на ведьм. И все же тут у них хитрость. Как только мы начинаем подозревать, они подкидывают нам следы других культов. Мы уничтожаем тех, а братство получает репутацию надежных друзей Сигмара. Представьте, насколько это извращенно. Аристократы-культисты помогают нам ловить других культистов, а сами сидят в стороне, прихлебывая дорогое вино. Если бы мне платили по кроне за каждый раз, когда я надевал шелка и притворялся светским дурачком, я бы уже ехал в карете. Но ремесло не роскошь. Я краду приглашения, подделываю подписи и молюсь, чтобы парфюмы перебили запах факелов. Вход на бал барона Оберхойзера, то есть маразма Архбациллы, был по приглашениям с причудливым гербом – золотой жук с щупальцами. Обычный бюргер назвал бы это вычурностью. Я – одним из намеков на культ Нургла. Как попасть? Метод прост. Найти пьющего аристократа, у которого с собой золотой уголок. Господин фон Штерлинг оказался идеальным кандидатом, проигравшийся, бедный, с приглашением в жилете. Немного убеждений в переулке, немного темной работы, и бумажка была в моих руках. Подделать подпись – дело техники. Я стал фон Штерлингом. Особняк встречал музыкой, свечами и духами, которые выстраивали маску невинности над вонью. Архбацилла в белилах и шелках улыбался, а под гримом проступали язвы.
Вальс и разговоры, но разговоры те были не о моде. Преображение, отвар, новая плоть, слова, от которых у меня шевелилась кожа. Одна дама со взглядами, похожими на плесневелые ягоды, незаметно касалась моего рукава. Я отвечал ровно, стараясь не выдавать клинок под одеждой. За потайной дверью я нашел то, что искал. Лестница внизу. И там настоящий бал, но другой. Канделябры, чаши с гноем вместо вина. Аркбацилла на возвышении, ликующий. Сегодня мы сбросим первую плоть. Я уже собирался все разрушить, но на верхнем этаже веселились невинные гости. Давить на курок было слишком рискованно, и тут мой план треснул окончательно. Меня схватили. Язвители, глаза, затянутые пленкой болезни, вцепились в плечи. Аркбацилла без смущения. «Господин фон Штерлинг, настоящий фон Штерлинг, уже у нас в подвале». И вывели проигравшегося аристократа в цепях, живого, избитого, чтобы устроить для меня пьесу. Свет погас, и я стал главным номером, объектом их ритуала. Но я знал одно: если меня хотят сделать символом, я заставлю этот символ гореть. Когда пленного привели, тот с дикой решимостью вцепился зубами в руку одного из язвителей. Тот выронил факел. Я использовал момент, головой в живот другому, кинжал в руку третьему, цепи как оружие. Срыв произошел спонтанно, но мне хватило хладнокровия. Пламя охватило занавеси гнили. Хаос, крики, визг, смрад горла. Я прорвался к лестнице, таща с собой хромого фон Штерлинга. Наверху гости, не понимая ничего, наблюдали, как из подвала выбрасываются люди в крови дымы. Я прохрипел, кинул факел в бочку с вином, огонь лизнул вверх, бал на этом закончился. Мы выбрались на улицу. Фон Штерлинг упал, захлебываясь кашлем. Я оставил его. Пусть решает суд или судьба. Позади особняк полыхал. Аркбацилла сбежал. Опять. Впрочем, такие, как он, всегда сбегают. У них слишком мало совести, чтобы умереть вовремя, но очень много денег. Я же остался стоять на мостовой, сожженный в цепях, пахнущий дымом и смертью. Утром меня вызвали в магистрат. Ни с поздравлениями, ни с медалью и даже не с благодарностью. Меня встретил суровый писарь с лицом, как тухлая булка, и протянул список обвинений. Нападение на уважаемого барона Оберхойзера, поджог дворянского имущества, нарушение общественного порядка и, внимание, порча винных запасов. Я пробовал объяснить, что барон – верховный жрец культа Нургла, что у него язвы под париком, что подвал его дома был храмом. В ответ только вежливое покашливание и строчка в протоколе. Обвинения голословны, доказательств нет. Аркбацилла, конечно, исчез, но остался его титул, связи, адвокаты, а у меня лишь запах гари и исписанные отчеты. В итоге меня не казнили, не сослали и даже не лишили сана. Нет, меня оштрафовали на круглую сумму с аргументацией за нанесенный ущерб светскому обществу. А еще наказали тем, что я ненавижу больше всего на свете – переписывать свитки. Десятки, сотни. Описывать неустановленное возгорание в особняке и злонамеренные действия неустановленных лиц. Мои руки горели больше, чем факелы в ту ночь. Так и вышло, что я охотник на ведьм, сжег полкульта, пережил бал у Нургла и был признан виновным в порче хорошего вина. И знаете что? В империи это звучит абсолютно логично.